Хочу начать с того, что меня зовут Лика. Городская девчушка, которую мама с папой каждое лето сплавляли к бабушке и деду в деревню, дабы отдохнуть и навести небольшой ремонт дома. Сейчас уж я такого давно не замечаю. Одни компьютеры да телефоны на уме у нынешнего поколения. А нам приходилось искать самим себе развлечения, ведь в деревне для городских жителей их не так уж и много. Бывает, пойдешь с ребятами в лес, насобираете грибов, а вечером разведешь костер, да картошку вместе с ними жаришь и страшные байки друг другу рассказываете. Да, вот это было время. А еще помню, мы часто ходили на речку. Вот бывало приходим всей молодежью вечером, разводим костер, да на гитаре играем. Парни пили местное пойло, которое гнал дедушка Савва. А потом самые отважные шли домой, где и получали по шее от своих родителей. Сава – деревенский добрый мальчишка, главный хулиган нашей деревни и душа компании. Он всегда находил нам развлечения, как говорится, с таким не соскучишься. Дружила я с ним с самого детства. Дружба эта была самая чистая и настоящая, не то что сейчас большинство подростков. Но мои родители, а точнее баба Вера, всегда была против нашего общения и часто меня наказывала, когда от местных бабулек узнавала, что мы с ним гуляем. На это был ряд причин. Я скромная, на тот момент недоступная и безумно красивая девчушка, с которой хотели общаться в большей степени одни мальчишки. Связалась с местным хулиганом и задирой, который всегда искал приключения на свою пятую точку. Но они меня не понимали. Савка был ужасно добрый и храбрый мальчишка. Многие этого не замечали, но в тот список я не входила. Он ко всем относился с теплом и добротой. Мог, как говорится, последнюю рубашку отдать, чтобы его друг был одет. И отношение такое было не только ко мне, а ко всем нашим друзьям. А то, что он хулиган, так это просто подростковые гормоны бушевали. Вот разве вы не делали необдуманных поступков в таком возрасте? Я думаю, не найдется такого человека, который бы ответил нет. Ведь когда у тебя на уме одни гулянки, а в голове еще нет таких мыслей, как работа и семья, очень сложно сидеть дома и просто помогать по хозяйству. Баба Вера – это моя бабушка по отцовской линии. Очень суровая и порой странная старушка. Слухи ходили о ней недобрые, но напрямую ненавидеть ее ни у кого не было или желания, или, может быть, храбрости. Я понимала, почему у местных такое отношение к ней. Временами она уходила куда-то ночью, оставляя меня наедине с дедом. Мне очень было интересно, куда ходит старуха, но в ответ от деда я получала лишь «а черт его знает». Наверное, в сарай скотину проверить, либо прочую ерунду. Но была одна странность. После таких похождений она возвращалась либо с какими-то травами, либо с какой-то странной особенностью. Каждый раз она становилась чуть моложе, как мне казалось. Хоть годков ей было не сказать, что мало, однажды, спросив это у нее, в ответ я получила гневный взгляд и лекцию о том, как она ухаживает за собой и что природа и травы помогают стать моложе. В общем, я была в полном замешательстве, но ее слова на время затуманили мой детский разум. На первый взгляд даже и не скажешь, что она такой жесткий человек. Даже наоборот, жизнерадостная и дружелюбная бабка. Я давно езжу к ним в гости, можно сказать, что с самого детства. А деда сейчас уж толком не вспомню, так как он был невзрачный мужичок преклонного возраста. Вот помню только то, что он сидел во дворе на березовом пеньке, который сам же, к слову, и вырубил. Да мусолил самокрутки и курил их. Да, табак у него был что надо. Терпкий запах, как мне кажется, от него можно было учуять за километр. Пол-огорода им засадил, на что бабка постоянно была недовольна. В общем, жили мы в то время, как и большинство семей, ничего необычного, но история, о которой я хочу вам поведать, перевернула мою жизнь кардинально. Вот, наверное, у всех было такое ощущение, что что-то не так. Неспокойно на душе, тревожно и все. В тот день со мной было то же самое, потом выяснилось почему. Это был совершенно обычный солнечный день. Я, как полагается, только проснувшись, пошла в баню, чтобы умыться и почистить зубы. Позавтракав и одевшись, я засобиралась на улицу. Выйдя во двор и открыв калитку напротив нашего дома, я увидела пару мальчишек, которые бурно что-то обсуждали. Подойдя поближе, я поняла, что это Савка обсуждает с каким-то пареньком очень странную и непонятную тему. Да я тебе честно говорю. В речке-то в нашей водяной водится. Ванька-то не просто так в водорослях весь был, когда его через 4 дня вытащили синим.
Ой, да не сочиняй ты, вода прохладная, река быстрая, ногу свело, да на дно потянуло. Да полдеревни видели эти глаза и запах тины, а ты тут не веришь, говоришь байки. От таких разговоров по мне пробежали мурашки. Прервав их спор и поговорив с Савкой, я узнала, что Ванька утонул. Такой же приезжий мальчик, как и я. Савелий рассказывал что-то про водяного, красный, как рубин, глаза и запах тины. Я, отбросив дурные мысли, провела целый день в компании с ними и другими ребятами. Вечером мы, как всегда, собрались у реки, чтобы пожарить картошку да посидеть часик-другой, поболтать с ребятами о том о сём. То ли из-за храбрости, то ли из-за женского внимания, Савка решил показать всем, какой он храбрый и не верит в местные байки. Решил сплавать до островка и обратно. Это было плохой затеей, но его было не остановить. И вот, раздевшись, сложив вещи на берегу, он не спеша пошел в темную, как смоль, и холодную воду. Заходил он не спеша и вальяжно. И вот, когда он нырнул под воду, дабы привыкнуть к перепаду температур, все замерли, а кусты вокруг нас тревожно шевельнулись. Я, завизжав, подняла панику, и все сразу же начали успокаивать меня, забыв про Савелия. А в тот момент он уже поплыл обратно, как вдруг все услышали всплеск, словно что-то огромное выскочило из воды на долю секунд и, ударившись об нее, скользнуло обратно. Запах тины становился все отчетливее. Все притихли и смотрели в сторону Савы, но его там не оказалось, как в принципе и чудовище. Через пару секунд он вынырнул из воды и вышел на берег. Посмотрев на него, мы обомлели. Бледный, как покойник, с пустыми глазами он стоял и улыбался. Но улыбка эта была как будто бы не настоящая. Так обычно улыбаются люди, которые знают что-то большее, чем все вокруг. Мы молчали, а тот монотонным голосом произнес: «Я видел яркие глаза. Яркие рубины смотрели прямо мне в душу». Я начала еще больше плакать, а местные ребята посмеялись и сказали, чтобы он так не шутил. Прошло ровно 2 дня, и на 3-й день, ложась спать, я увидела в окне какие-то странные движения. Словно кто-то крадется, чтобы не разбудить жителей и не привлекать особого внимания. Меня охватил жуткий страх. Ноги сковало, а голос как будто бы не подчинялся мне. И я хотела что-то сказать, а получился сдавленный хрип. И тут силуэт приблизился к окну, и я увидела старое, бледное, как лист бумаги, сгорбленное дряхлое тело своей бабки. Уже теряя сознание, я случайно взглянула этому существу в глаза. Они были ярко-красные. В голове сразу промелькнул Савка и его слова. На этом моменте я уже практически ничего не помня заснула. То ли это был сон, то ли явь, но существо, подойдя и прислонясь к окну, написало на стекле букву «С» и отдалилось в темноту. Утром, проснувшись, я списала ночную историю на эмоциональный день, и что это было не более чем страшный сон. Выйдя на улицу, меня ошарашила новость, что Савка пропал. Его друг стоял с растерянным видом и грустно глядел на его родителей. У меня целый день не было никакого настроения, но была надежда, что он ушел в лес за грибами и скоро вернется. Ведь это же деревня, и такие обыденные вещи тут происходят каждый день, а чуть что сразу поднимают тревогу, потому что обсуждать-то больше и нечего. Вечером, поговорив и рассказав все бабе Вере, я легла спать. Мне не спалось этой ночью, и я решила наконец-таки узнать, куда ходит бабка по ночам. Дед уснул, это можно было понять по громкому храпу в соседней комнате. Я лежала и ждала, когда начнет собираться бабка. Пролежав какое-то время, я услышал неспешные шаги по скрипучему полу. Они были тихие и очень аккуратные, как будто идущий там крадется, чтобы не разбудить спящих. Меня кинуло в ужас, когда я услышала, что шаги также неспешно приближались к моей комнате. Я, закрыв глаза, и так же, как в тот раз, оцепенела от ужаса, когда заскрипела дверь в мою комнату. Я представляла, как склизкое и вонючее существо с темными глазами крадется ко мне, чтобы не оставить свидетелей, и утащить меня на дно реки, где потом просто спишут все на несчастный случай. И тут тяжелая рука коснулась моего одеяла. Я, держась, чтобы не закричать, притворилась спящей. Существо аккуратно стянуло мое одеяло, и я почувствовала, как меня обдул холодный ветер.
Это было его дыхание. На удивление, оно на пару секунд прильнув ко мне, посмотрело на меня и отдалилось прочь, уходя и не причинив мне никакого вреда. Я осмелилась открыть глаза и увидела свою бабку, которая была одета и уже шла в сторону входной двери. Я, смекнув, что пришло мое время, накинула на себя футболку и шорты, последовала за ней. Выйдя на крыльцо и открыв калитку, я увидела тень, которая уже была вдалеке, и шла она в сторону речки. Я побежала за ней. Придя на реку, я обомлела. Запахло тиной, и я увидела дряхлое, бледное тело, стоящее в воде, которое что-то бубнило. Я смотрела на этот ужас буквально пару секунд, как оно повернулось. Это была моя бабка. С ярко-красными глазами и улыбкой, которая больше походила на оскал. Приглядевшись, я увидела во рту гнилые зубы и зеленую массу. В этот вечер я поставила мировые рекорды по бегу, за пару минут добежала до дома. Меня там ждала уже нормальная бабка и, накричав на меня, уложила спать, с таким же оскалом улыбнувшись.